Если честно, я довольно-таки устал от ваших постоянных многочисленных просьб приготовить хлебную жабу. Я решил сделать это. Хлебная жаба – это технически достаточно сложное блюдо, для которого нам понадобится ряд ингредиентов, таких как соль, молоко, яйца, дрожжи, сахар и мука. Также, если вы хотите, чтобы у вашей хлебной жабы были очень выразительные глаза и пупырышки на спине, вы можете использовать оливки и тыквенные семечки. Также фисташки, любые орешки, все что угодно. Но я буду использовать тыквенные семки и оливки для глаз. Точные граммовки для хлебной жабы будут в инстаграме по ссылочке в описании. Кстати, кто подпишется на этот инстаграм, знайте, ровно через 5 дней я разыграю среди вас вот такой вот нож Самура Reptile. Если вам нужен офигительный нож, просто проходите туда и оставляйте под фоткой хлебной жабы любой комментарий. Ну и само собой вы должны быть подписаны, да. Сначала возьмем молоко. Хлебная жаба, хлебная жаба. Добавляем сахар и пару яиц. Хлебная жаба, хлебная жаба, хлебная жаба. Соль по вкусу, около чайной ложечки. 2 пакетика дрожжей по 11 грамм. Хлебная жаба, хлебная жаба, хлебная жаба. Также немного подсолнечного масла. Хлебная жаба. Я буду использовать тестомес и сначала все это дело взобью, чтобы дрожжи начали работать, чтобы там перемешался сахар и дрожжам было что кушать. Пару минут. Хлебная жаба, хлебная жаба, хлебная жаба. У меня молоко было холодным, поэтому я поставлю это все в теплую какую-нибудь тару, типа, теплая баня, и подождем, пока дрожжи начнут работать, минут 15. Хлебная жаба. 15 минут, пузыри появились, это значит можно замешивать муку. Опять же, у меня тестомес, поэтому я просто ее вот так высыпаю, и она там сама как-нибудь замешается, дай бог. Хлебная жаба, хлебная жаба. Тесто замешивается, но жабы, как известно, зеленые. Как же сделать нашу хлебную жабу зеленой? Очень просто. В небольшом количестве оливкового масла или воды достаточно размесить любые зеленые специи. Например, свежий базилик, петрушку или укроп. Хлебная жаба, хлебная жаба, хлебная жаба. Хлебная жаба, хлебная жаба. Ну а теперь, пожалуй, самый ключевой момент. Хлебную жабу нужно вылепить. И желательно ее вылепить до того, как она начнет всходить. Потому что когда тесто взойдет, лепить его будет уже не с руки. Оно будет мгновенно оседать. Нужно слепить, оно чуть-чуть взойдет и сразу запекать. Хлебная жаба, хлебная жаба. Обминаем хлебную жабу. Она вымешана у меня очень хорошо. Но уже, видите, достаточно быстро начинает увеличиваться и всходить. Поэтому обминаем, сворачивая, вот так вытягиваем и сворачиваем внутрь, вытягиваем и сворачиваем внутрь. Для чего? Для того, чтобы получился более-менее однородный вот такой жабий ком. Противень с антипригарной бумагой, жабий ком вот так аккуратненько обминаем руками. Посмотрите, когда мы его ворочаем, он не прилипает. Тут примерно около 2 килограммов жабы. Великолепно. Ком выкладываем на противень. Прямо так, оп, подчекрыживаем и выкладываем. Больше мы будем не способны его каким-то образом сильно сдвинуть. Из этого нам и придется формировать жабу. Давайте сформируем сначала немножечко задние ноги. Для этого я вот так вот сделаю надрез. Это задняя нога. И вот так я сделаю надрез. Вот так. Острым ножом. Это задние жабьи ноги. Само собой, здесь мы подминаем. Вот. Немножечко приминаем. И из этого мы можем сделать ей задние лапки. Делаем вот так. Ну и нарезаем на пальчики. Смотрите. Вот так. Раз. И два. И с этой стороны. Раз. И два. Можем их чуть-чуть разсоединить, потому что когда она начнет сходить, они будут слипаться. Поэтому мы задние лапки вот так разрежем до конца. Тесто достаточно липкое. Вот. Вот у нас 3 пальца. И на этой ноге у жабы, само собой,
3 пальца. Вот, если что-то слиплось, разрезаем еще раз. Также делаем передние ноги. Просто 2 прореза. И передние ноги у нас готовы. Хлебная жаба. На передних ногах тоже у нас будет по 3 пальца. Хлебная жаба, хлебная жаба, хлебная жаба. Ну и само собой у нас у жабы есть как бы голова. Вот. У настоящих жаб у них как бы вот такой носик, но я не знаю, насколько это будет похоже на настоящую жабу. Главное сделать ей пупырки на спине и глаза. Как мы это сделаем? Глаза мы сделаем из оливок. Тут секрет, что их нужно не просто налеплять, тесто выдавит, если вы что-то просто налепите. Их нужно вставлять внутрь, то есть обязательно вставляйте оливки или какие-то пупырки в надрезы. Смотрите, делаем достаточно глубокий надрез. Еще один достаточно глубокий надрез. И в эти надрезы вот так заталкиваем оливки. Сейчас они внутри, но я говорю, тесто при всхождении попытается их выдавить. И будет лупоглазая жаба. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Вот так вот. И у жаб обычно идут сверху такие, как сказать, не знаю, пупырки или около того. Поэтому я сделаю вот такие надрезы и запихаю в эти надрезы вот так достаточно глубоко тыквенные семки. Хотя можно любые другие семки. Также постараемся сделать максимально криповый рот у жабы, который может быть. Это будет жаба, пускай это будет жаба-джокер. Так. Вот. Ну и в принципе у жабы, наверное, блин, похоже на жабу на самом деле. Я доволен собой. И у нее обязательно, вот даже нос такой есть, должен быть нос. Тут я не знаю, что получится. Давайте проверим, если сделать вот так и вот так, что получится в итоговом варианте. Так. И смазываем яйцом, взбиваем пару яиц и тщательно смазываем жабу, чтобы она не подгорела. Смазываем жабу достаточно обильно, для того, чтобы каждый сантиметр жабы не подгорел. Причем пальчики промазываем вот здесь, чтобы они не склеились, когда всходят, и каждый палец запекся отдельно. Вот, отлично. Подождем полчасика, пока жаба взойдет. Немного взошедшую хлебную жабу заталкиваем на максимальные градусы в своей духовке, которые она может выдать, на 10 минут. Потом снижаем температуру до 200 или 180 и еще держим 1,5 часа. Если держать на максимуме 40 минут, она сгорит, поэтому сначала она быстро увеличится, взойдет еще больше, будет корочка, а потом мы просто доводим ее до готовности внутри. Вполне возможно, что это лучший, самый интересный, самое главное, красивый рецепт из всех, что я когда-либо делал. Давайте посмотрим. Друзья мои, это хлебная жаба. Причем, в отличие от других создателей хлебных жаб, моя действительно похожа на круглую, жирную жабу с поджатыми ножками. Посмотрите, как все вылеплено. Это действительно мягкий хлеб, похожий на жабу. Посмотрите на ее улыбку. Неужели она не милашка? Хлебная жаба, хлебная жаба, хлебная жаба. Давайте ее разрежем и посмотрим, готов ли хлебушек внутри. Но сначала напоминаю, что если вы хотите получить вот такой вот нож, достаточно всего лишь пройти в Instagram, где будет эта хлебная жаба, и оставить под ней любой комментарий. Ну и подписаться. Подпишитесь на Instagram по ссылочке в описании и оставьте любой коммент, хоть единичку, хоть точку, это не важно, под фотографией этой прекрасной жабы. И ровно через 5 дней среди тех, кто подписался и оставил любой комментарий, будет разыгран нож Самура Reptile. Вот такой вот. И да, если кому-то интересно, это Инстаграм, где я выкладываю свои рецепты с граммовками, а также где выкладываются интересные идеи для ужинов, завтраков и просто красивые фотографии еды. Ну а мы отпилим ей жепу. Мягкий хлеб. Супер мягкий, смотрите. Так, я уверен, что с каким-нибудь сливочным маслом это зайдет просто божественно. Просто послушайте. И посмотрите на срез. Полностью пропеченная, зеленая, как и положено, ароматная, дымящаяся хлебная жаба. Ну а на вкус, собственно, вкус петрушки. Мягкая булочка, в меру соленая, в меру сладкая. Классная нейтральная штука, чтобы намазать маслицем, положить колбаску. Это великолепная хлебная жаба. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх.
Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.